Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Благодарим вас, что вы остаетесь с нами. Итак, вы выбрали продукт и желаете приступить к готовке. Но торопиться не надо, так как яйца нуждаются в подготовке. Классическая подготовка, которой почти никто не следует, но все же, которую надо бы знать. Вымойте руки, ведь в пищу могут попасть бактерии, которые являются, например, возбудителями кишечных инфекций. Вымойте продукты, используя теплый раствор мыла. Хорошо ополосните под краном. Снова вымойте руки. Далее, не надо разбивать яйца сразу в сковородку. Лучше предварительно разбить их в какую-то емкость, чтобы убедиться в их свежести. Помните о том, что яйца необходимо хранить подальше от продуктов, которые обладают резким запахом, и температурный режим не должен быть ниже плюс 5 градусов. Какие есть секреты приготовления? Минимальный огонь и холодная сковородка. Нельзя разбивать яйца в сковородку, на которой кипит масло. Белок моментально покроется пузырьками и свернется. Низ блюда получится пригоревшим. В итоге вы получите малоаппетитный блинок такой, который еще невозможно будет отодрать от сковородки. Разбивайте яйца в емкость, которая чуть теплая. Жарьте глазунью на минимальном огне и накрывая сковородку крышкой. Прожарка блюда будет полноценный, кулинарный шедевр получится воздушным и очень нежным. Если же вы хотите, чтобы корочка яичницы хрустела, то слегка усилите огонь. Выключить конфорку необходимо, когда будут заметны первые румяные части блюда. Накройте сковородку крышкой, подождите еще 3 минутки. Обжаривание с обеих сторон. Но так поступают далеко не все. Говорят, что обжаривание с обеих сторон дает возможность получить более вкусный продукт. Для этого подходят только антипригарные сковородки, естественно. В другой ситуации вы можете испортить глазунью, она развалится во время переворачивания. Достаточно обжарить яичницу в течение 1 минутки с каждой стороны, и затем можно сразу подавать на стол. Большое количество масла. Глазунь нельзя назвать диетическим блюдом, поэтому жарить яйца нужно в большом количестве масла. Благодаря этому консистенция блюда будет более мягкой. Для одного продукта понадобится до 10 грамм сливочного масла или же не менее 1 столовой ложки оливкового масла. Чтобы избавиться от излишков, пользуемся одноразовыми салфетками. Фишка глазуни – это цельный желток. При взбивании яиц вы должны постараться его сохранить. Для этого разбивайте продукт с краю, используя нож с идеально заточенным лезвием. Солим в конце приготовления. Не нужно солить массу из яиц сразу же после того, как вы вольете ее в сковородку. Это может плохо повлиять на аппетитный вид желтка. Белок же станет слишком жестким. Лучше солить глазунью, а также добавлять к ней любимые специи, только когда вы будете отключать плиту. Теперь вы знаете, как приготовить вкуснейшую яичницу. От такого блюда не откажутся даже самые привередливые члены вашей семьи. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, а главное, берегите себя, берегите своих близких, и тогда все будет только хорошо.